Всем привет! Российский бензин вновь потечет за границу. Власти окончательно встали на сторону олигархических нефтяных компаний. Федеральное правительство сняло ограничения на экспорт бензина. Эта мера действовала 2 месяца и, как заявляет правительство, свою миссию она выполнила. Позволила насытить внутренний рынок. Как утверждают в Кабмине, запасы бензина в России сегодня составляют 2 миллиона тонн, а оптовые цены стали заметно ниже, чем были в сентябре. Но вот на заправках что-то снижения цен не видать, и Федеральная антимонопольная служба опять ничего не видит. После выхода новости об отмене запрета на экспорт топлива, цены сразу поднялись и на опт, и на заправках. Вот такие подарки от правительства автомобилистам к Новому году. Наши подписчики отмечают, что дизель на севере Иркутской области уже 75 рублей, а 95-й бензин по 67 рублей. В Кабмине отмечают, что снятие запрета позитивно скажется на загрузке нефтеперерабатывающих заводов. Получается, снизили цены на 2 копейки, чтобы сейчас поднять на 2 рубля. Обещанного снижения цен на топливо, особенно это касается столь важной для предприятий солярки, не произошло. Однако чиновников данный факт ничуть не беспокоит. Они еще вернули нефтяным компаниям выплаты из госбюджета, обратный акциз, он же демпфер. В целом в отрасли творится странное. Согласно данным агентства Bloomberg, Российская Федерация быстро наращивает экспорт нефти, причем в дальние страны. Ее поставки морским путем выросли до максимума за последние 4 месяца. При этом цены на нефть не менее устойчиво падают. За последние пару месяцев Уралс подешевела с $80 за баррель до текущих 68. Логика весьма своеобразная. Чем цена ниже, тем экспортные поставки из России больше. К чему бы это? Ведь наращивание поставок в условиях падения цены – это даже не идиотизм, а чистой воды вредительство, антиэкономика. Китай, Индия, Турция – 3 основных покупателей нашей нефти. Китайская Народная Республика вполне возможно будет ее использовать самостоятельно, а индусы и османы точно посредники. От них нефтепродукты отправляются в Евросоюз и США, причем очень недорого. И по мере того, как объемы экспорта из России растут, цены товара падают. Просто замечательно для западников, а не для нас. Совсем недавно обсуждалась тема массовой остановки на ремонт большей части российских нефтеперерабатывающих заводов, то есть рукотворного тотального дефицита нефтепродуктов. Это был ультиматум. Для властей исчезновение в России горючего, как несложно догадаться, смерти подобно. В прямом смысле этого слова. Острый рост социальной напряженности и спонтанная дератизация. Поэтому, судя по всему, состоялся некий торг. Итогом стала отмена запретов на экспорт ГСМ. Сперва солярки, теперь вот и бензина. Плюс наращивание экспорта сырой нефти, то что мы наблюдаем. А также снижение цен. Нефть, как и любой биржевой актив, управляется извне, печатной машинкой для долларов, то есть ФРС США. Что же касается торговли нефтепродуктами на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, то череда скандалов наглядно продемонстрировала, это не более чем фикция. Контракты не исполнялись, зафиксирована манипуляция ценами и прочие нарушения. Иными словами, полная лажа. Биржевая торговля ГСМ чистой воды потемкинская деревня. Не случайно цены на независимых АЗС и на заправках Винг до сих пор так сильно отличаются. Хотя нам говорят, что некие биржевые котировки бензина и солярки сильно упали, чуть ли не до уровня весны 2023. Согласно результатам опросов, более 40% граждан РФ стали меньше ездить на личных автомобилях. Данные, понятное дело, скорректированы, но тенденция показана верно. Одновременно в той же пропорции растет и недовольство. Стоимость горючего снова начнет расти, как и всего остального. Больше всего дорожает дизтопливо, так как оно является основным экспортным товаром наравне с нефтью. Поэтому именно им в основном спекулируют на топливном рынке. Интересно, а какие цены на топливо сегодня у вас в регионе? Напишите в комментариях.